И снова доброе утро. Решили мы сегодня выехать из Баку вглубь Азербайджана, чтобы посмотреть не только столицу, но и какие-то интересные места, которые находятся в центре страны. Ну, по пути будем останавливаться, показывать всякие интересные штуки. Не отключайтесь. Ну вот у нас первая остановка на трассе. Такой вот красивый вид за моей спиной открывается. А мы приехали к месту, которое называется мавзолей Дери-Баба. По преданию, здесь покоятся мощи святого Дери-Баба. Здесь есть грот, куда ведет небольшой лаз, и в этом гроте и похоронен этот святой. Так, это вот первый этаж, здесь такая комнатка. Я читал, что здесь посетители разувались, оставляли свою обувь. Так, ну ты тут посидишь? Я тут посижу. Хорошо, я тебя тогда оставляю. Ну вот, поднялись на второй этаж. А здесь идет лестница наверх. Но, к сожалению, тут проход закрыт. А из окошечка можно полюбоваться видом на деревеньку. И вот здесь вот еще, не знаю, видно или нет, тут есть старое историческое кладбище. Ну вот оказалось, что тут есть лесенка, по которой можно подняться и посмотреть пещеру. Вот дошли до входа в первую пещерку. Ну и тут, собственно, ничего особенного. Это небольшой грот. Там вот еще одно помещение. Лежит Коран, стоит курительница для ладана. Ну, я так понимаю, что это тоже помещение для молитвы. Ну, снаружи этот мавзолей мне понравился больше, чем внутри. А снаружи у меня сейчас такая возникла мысль, он чем-то отдаленно напоминает Петру в Иордании. Он как-то тоже вот так вписан в скалу, что-то есть. А это мы зашли на территорию древнего кладбища, которое расположено около мавзолея. Древние-древние могилки, обелиски. Ну вот отсюда тоже хорошо смотрится мавзолей. Ну а мы сейчас садимся в нашу машину и едем дальше, к следующему интересному месту. Ну вот доехали до следующей интересной точки. Находимся в небольшом городке, который называется Шамахи. И здесь находится одна из старейших мечетей Ближнего Востока, называется она Джума мечеть. Она недавно была отреставрирована, а вообще дата постройки находится между 8 и 9 веком. Пострадала она от землетрясения. Ну вот в результате реставрации некоторые стены, которые меньше всего пострадали, удалось сохранить. Остальные реконструировали. Я читал, что раньше здесь были колонны, но в результате реставрации их пришлось спрятать внутрь фасада. Так, не знаю, можно ли мне войти в мечеть. Я в таком вот не очень подобающем виде, я в шортах. Здравствуйте. А можно в шортах? Можно войти? Можно. Спасибо. Мечеть красивая, действительно, и как-то в ней так уютно и приятно находиться. Ну что, а мы двигаемся дальше. Поехали. Ну, приехали мы в городок Шеки, или Шеки, по-моему, Шеки, и заселились вот в такой вот отель. У нас номер с балконом. Можно выйти на балкон. Балкон тут хороший, большой относительно. Ну вот сейчас будем обживаться. Тут одну ночь переночуем.
И попозже выйдем, покажем тут, что посмотреть в этом городке, его самые интересные уголки. Ну вот, у нас уже немножечко вечереет, солнышко садится, и мы приехали сейчас к одной из жемчужин этого города. Это дворец шахинских ханов. Красивое такое вот здание. Ну, не знаю, закрыто или нет, пустят нас туда или нет. Сейчас узнаем. Ну вот, нас полицейский любезно согласился пустить на территорию этого дворца, хотя уже время работы закончилось. Но люди в Азербайджане добрые, поэтому нас вот он сюда запустил. И вот смотрите, какое красивое здание. В общем-то, ничего особенного, но очень красивая мозаика, окошечки такие резные, и выглядит очень здорово. От дворца открывается вот такой вот вид на горы, растут кипарисы. Очень приятное такое местечко. Вот здесь вот еще такой растет огромный платан. Ну, просто как баобаб, наверное, по размеру. Вот видите, какое толстое дерево. Не обхватишь. Так, ну вот нас дядечка тоже вот любезно запустил внутрь дворца, чтобы мы все-таки смогли насладиться его интерьером. Смотрите, какие витражи шикарные. Закончилась наша нелегальная практически экскурсия, но нам очень понравилось. Во-первых, действительно очень красиво, а во-вторых, добавляет еще колорита то, что мы туда проникли незаконно. Почти незаконно. Нас законник туда проник. Да, по блату. Ну все, дворец посмотрели, и сейчас просто пойдем немножко погуляем по городу. Вот это вот крепостная стена. Вот она окружала весь этот ханский дворец. Вот тут интересная такая штука. Это саркофаг, в котором раньше хоронили знатных людей. Был обнаружен при ремонте дороги. Датируется 5-7 веком. Нашли в 1981 году его. А еще тут вот такая пушечка времен войны с Наполеоном 1812 года. Вокруг тут горушки, и вот эта деревенька, точнее городок, он так уютно притаился около склонов. Наступил новый день, продолжаем исследовать Азербайджан, и сейчас мы приехали в такую небольшую деревеньку Киш. И здесь находится такая вот церковь христианская, она была построена в XII веке. Церковь эта албанская, не путать с Албанией, которая находится на Балканах, это Кавказская Албания, то есть кавказские албанцы, такая народность, которая здесь раньше жила. Тут такой садик приятный, цветут розочки. Здесь сейчас музей, выставлены образцы народного зодчества. И здесь при раскопках были вот найдены обломки посуды, рога. А еще сейчас покажу очень интересную вещь. При входе здесь такой колодец. И вот если туда посмотреть, то там находится скелет человека какого-то огромного размера. Большой очень череп, длинные кости, какой-то великан. Вот тут при входе тоже то, что нашли при раскопках, тоже лежит скелет. Не знаю, тут сейчас, наверное, плохо видно будет. Решили, прежде чем ехать дальше, немножко прогуляться по этой деревеньке. Очень уж она колоритная.
прощаемся мы с этой милой, уютной деревушкой и отправляемся к новым красивым местам Азербайджана. Доехали мы в итоге до этого городка, называется Лагич или Лагич. Не знаю, как правильно, извините, если неправильно произношу. И вот сейчас пойдем немножко прогуляемся по улочкам. Этот город славится тем, что здесь производят медные изделия всякие. Вот я слышу, уже там кто-то стучит. С городком Лагич мы прощаемся, нам еще ехать в Баку, поэтому сейчас двигаем в сторону машины и поедем уже в сторону города, в сторону столицы. Попали в такую вот пробку по пути в Баку. Да, тут проехать, конечно, целый квест. Так, ну на этом приключения не заканчиваются. Теперь вот еще одна у нас тут преграда образовалась на пути. Вот что с этим делать, я не знаю, ведь их так просто не объедешь. Дальше легла. А мы вот по дорожке проторенной сейчас проедем. Ну, там еще козел. Ура! Вырвались с пробки. Все, можно ехать дальше по красивой дороге. На вершину перевала, и вы только посмотрите, какая красота открывается отсюда. Ну вот и наступил заключительный день нашего путешествия по Азербайджану. Мы сейчас в Баку. Продолжаем прогулку по городу, хотим еще немножечко побродить по уютным улочкам Баку. И сейчас мы приехали к аллее почетных захоронений, где находится могила Муслима Магомаева. Вот хотим посетить могилу и положить вот букетик цветочков. Ну вот немножко решили пройтись по этому парку, по этой аллее почетных захоронений. И вот здесь очень много красивых памятников заслуженным людям, деятелям искусств. Но мы, к сожалению, не всех знаем. Ну вот подошли к могилке Муслима Магомаева. Здесь он покоится. Знаменитый советский певец-исполнитель. Поставь вазочку. А вот это мы подошли к месту захоронения первого президента Азербайджана Гейдару Алиеву. Ну а мы тем временем опять вышли на Бакинский бульвар.
хотим на прощание тут еще немножко прогуляться. И я хочу показать, здесь тоже установлен памятник Муслиму Магомаеву. Вот этот памятник, и тут звучат его песни. Причем здесь можно выбирать композицию, которую хочешь послушать. Вот, например, мелодия. Ну вот, чтобы немножко отдохнуть и охладиться от бакинской жары, зашли в небольшой ресторанчик и заказали себе вот такой вот азербайджанский чай в таких вот стаканчиках. Вкусный чай, да, похож он на турецкий. Такой чай я люблю. Вкусно? Ну да, похож на турецкий, который я тебе дом заварил. Ну что, наш заключительный день в Азербайджане клонится к закату. Солнышко потихонечку садится за горизонт. И у нас осталось две традиции, которые надо соблюсти. Значит, первая традиция – это кинуть монетку в море, чтобы обязательно сюда вернуться. Ну вот сейчас эту традицию... Потому что нам тут понравилось. Нам очень понравилось в Азербайджане, и сейчас эту традицию мы осуществим. Готово? Готово. Давай, раз, два, три. Все, монетки наши упали в море. Надеюсь, что сюда вернемся обязательно. И традиция номер два – это прокатиться на колесе обозрения. Мы это делаем, стараемся делать в каждой стране, где мы бываем, где есть такая штука. И сейчас мы идем как раз вот к бакинскому колесу обозрения. Вот оно прямо перед нами, оно в профиль, тут не выглядит как колесо. Но сейчас подойдем. Вот, тут ракурс на колесо гораздо лучше. Видно, что оно круглое. Все, мы купили билетики. Стоит 15 манат с человека. Хорошо. Так, сейчас немножко подождем и поедем. Спасибо. Куда, туда? Туда. Ну все, поехали наверх. Ну и вот с этого чертова колеса, с высоты над Баку, хотим сказать до свидания этой замечательной стране. Очень нам понравилось, очень интересная была поездка. Особенно понравились, как обычно, это люди. И горы. И горы, и город. Все понравилось. Спасибо Баку за гостеприимство и до свидания. Надеюсь, обязательно вернемся сюда. Все, всем пока, до новых встреч. Приехали к жемчужине. Ну, у нас наступил новый день. Это такой же, как вот тот товарищ, который стоит наверху. Не понял сейчас, товарищ. Осел там стоял. Ну и на этом с городок... Так, ну... Театр.